У микрофона Денис Воробьев. В ближайшие полчаса будем обсуждать новости из мира технологий. С нами на прямой связи блогер в сфере отечественной электроники Максим Горшенин с нами на прямой связи. Максим, приветствую вас. Добрый день. Максим, много было интересных заявлений, в том числе в сфере технологий, искусственного интеллекта, криптовалют, да, из уст Дональда Трампа. И знаете, я в этот момент вспоминаю заявление Илона Маска, если не ошибаюсь, в прошлом году, когда он призывал сообщество воздержаться от дальнейшего развития искусственного интеллекта. Видимо, чувствовал тогда некую конкуренцию. И, в общем, что поменялось, когда вдруг вот такой разворот на 180 градусов произошел? Да, это довольно интересное событие, к которому стоит присмотреться и по них подумать. По простой причине США не хочет усиления Китая. Китай в искусственный интеллект делает огромные шаги. Уже и свои железо выпускает, свои карточки, процессоры для этого дела, свои делает алгоритмы, разрабатывает. И, естественно, уже даже один из довольно высокопоставленных военных США заявлял о том, что искусственный интеллект — это такая область, которая будет перспективная. В ближайшее время мы будем строить дата-центр. К этому дата-центру мы рядышком будем делать атомную станцию, которая будет его питать. Дата-центр — это там, где будут храниться все вычислительные возможности, серверы и графические карты, ускорители, на которых обрабатывается искусственный интеллект, обучается. А еще, самое главное, да, атомная станция — это уже пошло. Какая-нибудь Microsoft, Google, Amazon, они уже все заключили договоры с теми или иными компаниями в США, которые будут производить мини-реакторы и ставить рядом с центрами обработки данных. Так вот, этот высокопоставленный военный еще сказал, что еще все эти центры обработки данных и атомной станции обязательно будет охранять военная база США. Потому что это стратегический ресурс. Тот, кто этим владеет, развитым искусственным интеллектом, в кавычках нужно понимать искусственным интеллектом, тот и владеет миром, поэтому мы все силы, деньги туда направляем. А Илон Маск, понятное дело, он имеет свою компанию, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, и, естественно, ему изо всех сил хотелось затормозить конкурентов, чтобы его компания при этом получила преференции и дальше развивалась. Он стал в том числе сейчас приближенным человеком к первому лицу США. Естественно, наверное, у его компании будут какие-то успехи в ближайшее время. Максим, интересное наблюдение, но не могу не спросить в таком случае про Stargate. Президент США Дональд Трамп 21 января объявил о создании такой компании, инвестирует туда солидную сумму до $500 миллиардов в искусственный интеллект. Тут такие партнеры, как OpenAI, про которые мы тоже достаточно часто говорим и вспоминаем, Oracle и SoftBank. А вот последующие две, конечно, менее известны, может быть, для нас, для русскоязычной аудитории. Тем не менее, на ваш взгляд, все-таки здесь, я так понимаю, в том числе это будет такой закрытый объект для большинства, я так понимаю. Тут нужно понимать, что США необходимо изо всех сил поиметь преимущество в какой-либо области современной, от которой будет зависеть будущее, на котором можно зарабатывать и за счет этого получить конкурентное преимущество и другим продавать эти услуги. Вот искусственный интеллект — это одна из тех областей. То, что данные всего лишь 3 компании пока что участвуют, это пока что, там каждую обязали по 100 миллиардов скинуться на это все дело, всего-то по каких-то по 100 миллиардов. При этом компания Oracle, она, скажем так, номер 1, наверное, в мире по базам данных, разработке программного обеспечения и железа для баз данных. А искусственный интеллект — это в первую очередь обучение на большом количестве данных. Вот, собственно, Oracle — это у нас все банки в России были на программном обеспечении компании Oracle. У нас даже, если не ошибаюсь, у ВТБ самая крупная установка Oracle была в мире, или в Европе. То есть очень такая хорошее подспорье в виде данной компании, которая участвует. И из всего этого складывается то, что попозже других подключат, кто, естественно, скинется 100 миллиардов или больше денег за вход получит. Но идея в том, чтобы создать что-то передовое, новое, и это уже навязывать всем остальным, чтобы никто другой не мог догнать, перегнать. Поэтому выделили вот такие основные компании, которые действительно есть компетенции, и благодаря которым можно сделать тот технологический рывок, который позволит США опять доминировать в области искусственного интеллекта, например.
Но опять же, это рычаг давления, это инструмент манипуляции. Да? Вот до этого тоже много говорили про крипту, я вот, честно, очень скептически к ней отношусь. Да, и вспоминаем пример Сальвадора, который первый легализовал у себя биткоин, сейчас Трамп-коин. То есть это вот такой масштабный идет вектор в сфере технологий искусственного интеллекта, значит, криптовалют, для того, чтобы, опять же, распространять свое влияние, может быть, не в том консервативном плане, который мы представляем, а именно с точки зрения того, что мы живем сегодня в информационном мире абсолютно. Но тут еще нужно понимать, что идет все ближе и ближе у нас новый технологический уклад, в который США хочет войти первый, а тот, кто первый туда попадет, естественно, будет навязывать всем остальным условия. И мир, который мы вот все знали там 5-10 лет назад, мы сейчас живем в изменении, когда через 5-10, там, в 2030 году, 2035-40 мы уже, конечно же, не узнаем тот мир, которым мы... Вернее, мы не можем предположить пока что, и большинство людей, которые этим не занимаются. Криптовалюта – это один из таких моментов. Криптовалюта – это не единственное, что ценно, то есть поиметь денег. Тот же самый Трамп, например, я фантазирую, я всего лишь предполагаю, но вот кто-то помог Трампу, ему же как-то нужно отблагодарить людей. Вот он отблагодарил, там, у него много детей, там еще можно эти создавать валюты и создавать. А в идее это основная, это блокчейн, это вот доверенная цепочка передачи данных. У нас в России многие ребята делают что-то похожее. Чем она интересна? Самый простой пример – это, например, есть ремонтник, электромонтер, у которого должен быть допуск. Допуски там выдаются на категории к тем или иным силовым установкам, там, с электричеством работы. Он может быть и разовый допуск. Этот допуск можно через NFC, через смартфон, он может приложить, например, к шкафу электрическому, через NFC, через блокчейн. Это все подтвердится, что да, ему выдали, да, подтверждено, что это он, подходит с его смартфоном, и открывается ящик, он может что-то там делать и настроить. Это уже данность, которая вот сегодня работает в России. Так, например, у нас некоторые компании, которые разрабатывают зарядные станции для электромобилей, сейчас идут по такому пути, внедряют в России. То есть блокчейн – это огромная возможность по дальнейшей цифровизации и уход от обычных паспортов, удостоверений личности, банковских карт тех же самых, да и просто как идентификация человека. То есть это не только криптовалюта, за этим стоит больше. То же самое, поэтому они развивают. Это один из маленьких блоков, это криптовалюта, но она за собой несет много других наработок. Тот же самый искусственный интеллект. Это сильное облегчение, ускорение жизни. То есть убираем рутинные операции какие-нибудь. Процессор. Спроектировать процессор сложно. Очень много сотен лет нужно, если один человек будет проектировать современный процессор. А какие-то рутинные операции искусственный интеллект может сделать быстро и качественно. И освободить человека для того, чтобы сделать что-то более сложное. За счет этого можно будет обгонять других, кто еще это не освоил на таком хорошем уровне. И делать более прорывные вещи, какие-то технологии новые дорабатывать, дотачивать. Поэтому это тоже выгода, и это тоже будет менять парадигму человека, который будет жить там через 5-10 лет. Это совсем другие технологии. Поэтому США просто хотят войти в новый технологический уклад раньше всех. Поэтому такие, казалось бы, какие-то странные вещи они предлагают. На самом деле это очень умные ребята, очень находчивые. США всегда славились тем, что там капиталисты, которые могут всегда все порешать. И эти шаги, которые делает Дональд Трамп, они явным уже образом показывают то, что 2-3 года назад все догадывались, к чему все идет. Сейчас Трамп лишь уже просто объявил постфактум, что вот мы сейчас движемся в эту сторону, и тот, кто не успел что-либо сделать, какие-нибудь Европа, например, у которой в области искусственного интеллекта не так уж много наработок, даже в сравнении с Китаем, да и с Россией во многих вещах, давайте будем честными. То есть это просто тренды по перелому и изменению мира, в котором мы сейчас все находимся. Максим, продолжая тему, если позволите, процитирую генсека ООН Гутерриша. Цитата. «Сегодня мы сталкиваемся с двумя новыми и серьезными угрозами, которые требуют гораздо большего внимания и действий со стороны мирового сообщества, поскольку они грозят перевернуть привычную нам жизнь. Климатический кризис и неуправляемое расширение возможностей искусственного интеллекта. В связи с этим не могу не спросить, нужно ли нам переживать, бояться, пугаться вот того мира, в который мы сейчас входим, того перелома. И вот система блокчейн, про которую мы также
уже много раз говорили, но, знаете, очень сложно в двух словах как-то банально описать, что из себя эта система блокчейна представляет. Но это действительно такая система, которая никому не подвластна и находится над государствами и над географией, или все-таки здесь можно сделать так, что система сама блокчейна будет раздроблена и принадлежать условно, там каждой стране индивидуально? Отвечу на первый вопрос. Скорее всего, уважаемый у нас Гутерриш говорит о том, что Китай вырывается вперед, поэтому нужно изо всех сил ему бить по рукам. То есть как система сдержек и противовесов. То есть конечно, да. То есть так как Европа на данный момент сильно зависит от США в технологиях, например, нет ни одной... Есть одна компания в Германии находится, она делает у нас тоже там условно база данных. А так-то технологические компании никто особо и не вспомнит из Европы. Поэтому тот же поисковик Google, у них какие-нибудь там операционные системы, это внезапно Microsoft и прочие андроиды. То есть у них своего ничего нет, по сути, так как, например, есть у России, или у Китая, или у США. Поэтому, естественно, для них это опасность, что там кто-то развивается, какие-нибудь Китаи неправильные или русские. Поэтому ему так и положено по статусу говорить. А если мы говорим про блокчейн, то очень много историй было о том, что блокчейн, криптовалюта, это супер секретно, мы там сейчас как деньги спрячем, и никто не найдет. Но когда ломают какие-либо обменники, то сразу почему-то деньги находятся. Это объясняется простым путем, потому что в самом протоколе давно все это заложено, прописано. Это не секретные вещи. Это всегда можно найти конечного бенефициара, всегда это можно все проследить. И миф о том, что криптовалюта, она суперсекретная, и поэтому всем преступникам нужно туда бежать, ни в коем случае мы за это не агитируем, это я лишь слухи рассказываю, что так пропагандировалось. Хорошая позиция со стороны силовых структур, конечно, все туда прибежали, там все отслеживается, замечательно, всех поставили на карандаш, кого нужно, сделали на них воздействие, то или иное. А мир наш сейчас, он будет делиться на зоны влияния, и, конечно же, у каждого будет свое. Как, например, самый простой пример, все слышали, есть сотовая связь 5G, но уже разрабатывается стандарт 6G следующего поколения. И самое смешное, что 6G разрабатывают такие там Китай очень много в это все вкладывает, страны там Европа, понятное дело, США и так далее, и так далее. Но есть еще отдельный 6G стандарт, который называется точно так же, но который входит США, Япония, Южная Корея, Австралия. И этот 6G абсолютно несовместим с тем 6G, который разрабатывает весь мир. То есть даже на таких банальных вещах, протоколах связи уже мир будет разделяться, и оборудование будет сложно работать, произведенное, например, в Китае, для Китая. Но оно даже сейчас уже есть такие смартфоны, которые там китайские, они не все функции работают в России либо в США. И наоборот, какие-нибудь айфоны выходят со спутниковой связью, которую поддерживают, а там на каких-то территориях они не работают. То есть это лишь начало, а дальше все больше будут все разделяться. Соответственно, у каждого будут свои технологии. Кто их смог сделать, разработать и начал это делать, уж явно не в 2022 году, а пораньше. Слушайте, это очень интересно звучит, особенно в перспективе, как будут расставлять эти зоны влияния, как будут формироваться информационные границы. Понятное дело, что не в привычном нам понимании. Тем не менее, еще одна новость, которую хотелось бы обсудить, это, конечно, такой отечественный аналог Старлинку. Госкомиссия по радиочастотам составила условия работы низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», созданием которой занимается российская компания «Бюро 14440». Получается, мы знаем из этой новости, что, будет такой, быстрый интернет-доступ по всей территории РФ как раз-таки за счет широкополосной спутниковой связи. В связи с этим вопрос, а стоит ли вообще тут проводить аналогии со Старлинком, или это исключительно что-то новое для нас? Да, это условный ответ, наш ответ Старлинку. Убийца Старлинка и другие эти громкие заголовки сюда можно, естественно, поставить. Объясню почему. Потому что и там это низкоорбитальные спутники, и там это интернет и передача данных с сотовыми связями, связанные с сотовыми операторами. Буквально сегодня я прочитал новость, что у нас Мегафон, первые, кто подписали с Бюро 1440, договор о том, что они будут переводить, в том числе подключать базовые станции к
интернету через спутники бюро 1440 и начнут, там подписано 500 базовых станций, начнут с тех, которые отдалены, которым не проведено оптоволокно или сеть обычно, они и сейчас работают через спутник, и вот будет подключение такое идти. То есть в России это уже началось. Почему это полезно? Потому что страна большая, у нас есть и северный морской путь, который нужно обеспечивать интернетом. У нас, да даже, ну там, например, взяли мы, поехали путешествовать в какую-нибудь другую страну, но хотелось бы, чтобы мой родной оператор и дальше там по интернету работал и принимал по каким-нибудь вменяемым ценам, это тоже будет полезно. То есть, да, это прямой аналог, и это, опять же, туда же вкладывается в разделение. У китайцев сейчас свое делают, Индия свое делает, США свое уже запустил, давно эксплуатирует у нас. В Англии компания есть, ну, условно это Евросоюз, но не совсем, запускают такие, делают спутники связи. Но и Россия не отстает, тоже в эту сторону работает. И, на мой взгляд, довольно успешно. Тем более в этих спутниках у нас должно быть отечественное ЭКБ, электронно-компонентная база. Российские разработки должны применяться, российское программное обеспечение. Ну, по сути, свои протоколы должны быть, чтобы защищенные, чтобы другие не могли взломать. Ну, хотелось бы верить в это как минимум. Так что это тоже дает старт и развитию нашей электроники в стране. Но я так понимаю, это будет не особо актуально для, там, условно, сформировавшейся уже городской инфраструктуры. Все-таки в городах у нас, ну, как бы особо на интернет не жалуются. В принципе, я слышу мнение о том, что интернет в России и Wi-Fi в России, да, по соотношению цена-качество один из самых лучших вообще по миру. Ну, так точно, да. Многие так говорят. Еще вспомнил один важный момент. Этот же интернет, самая основная эта идея, с 2027 года. Насколько я помню, новость была подписана о том, что появится в самолетах Аэрофлот и в РЖД. Кстати, да. Это тоже вот периодически мы вспоминаем эту историю. Возможно ли, а как, а почему, а зачем? Вот действительно, мне кажется, что это будет очень, ну, как минимум, прорывной такой историей, потому что, ну, я говорю, обсуждается постоянно история с Wi-Fi в самолетах и поездах. В поездах еще худо-бедно у нас присутствует, а вот что касается авиаперелетов, здесь, конечно, все не очень. Вот, так что да, у нас в эту сторону работают, уже подписаны программы, и ребята запускают спутники, они интернет передают, связь там есть между спутниками, то есть работа идет, и есть такие у меня уверенность, что да, там у нас в ближайшее время и самолеты, и поезда, и уж тем более, если кому-то путешествовать по России, какие-нибудь отдаленные участки, где нет интернета, поставил такой приемник с интернетом или даже на твой телефон уже все будет сразу передаваться. Ну, красота. Максим, вот на ваш взгляд, насколько болезненный, или, может быть, я ошибаюсь, переход, да, вот с зарубежного софта на наш российский, потому что есть новости о том, что жалуются IT-специалисты на несовместимость, к сожалению, а может быть и к счастью, но, тем не менее, есть трудности определенные, но вот хотелось бы общую картину, вообще представление иметь, как сегодня у нас складывается IT-рынок отечественный. По большому счету у нас компании импортозамещаться начали ну, по-честному, всего лишь несколько лет назад. А по большому счету у нас программа импортозамещения объявлена с 2012 году как минимум, об этом говорили. В 2014 это все пошло по полной, и условно мы представляем, что у нас разработчики программного обеспечения тоже там начали работать условно там, с 2014-2015 года, когда какой-нибудь тот же Oracle, IBM, Microsoft, ну и далее по списку, занимаются этими разработками там 30, 40 лет, 50 лет. Ну, понятное дело, то, что у них продукт будет лучше, чем то, что делается 5 лет. Это очевидно. Денег туда занесли больше, программистов там больше. Поэтому я просто понимаю, к чему вы клоните. Я эту статью читал, там многие жаловались, говорили, что российское программное обеспечение, ну, такое себе посредственное. То есть оно что-то выполняет. Так, не конкурентно способно пока, если мы будем сглаживать углы. Да, базовые функции можно делать, а все, что шаг вправо, шаг влево, уже вызывает вопросы. Да, есть такое, но если не эксплуатировать отечественное, не вкладывать в это деньги, не покупать российское программное обеспечение, то, естественно, ничего и никогда не взлетит. Очень важный момент. Российское программное обеспечение, как и российские компьютеры там, и далее по списку, обязывают покупать исключительно госучреждения и то, что закупается на государственные деньги. И это не говорит о том, что
нас с вами заставляют переходить на российскую операционную систему или на российский аналог Microsoft Office. Это исключительно история с госкомпаниями. И там экспериментировать на государственные деньги, условно я говорю, экспериментировать, да, допускается, потому что за счет такого буста и возможно вырастить эти компании. Ни одна американская либо другая компания не выросла на свои деньги, это все были государственные заказы. Вот у нас идет то же самое, да, это сложный момент роста, но сейчас, наконец-таки, есть возможность и в конкурентной среде некоторым компаниям развиться, либо же, наоборот, своих программистов отдать другой какой-нибудь компании через поглощение, либо другие истории. Да, на данный момент ничего не развилось так хорошо, как у других, но у нас это занимает всего лишь чуть-чуть времени по сравнению с теми годами и теми миллиардами денег, которые туда вливали. И я рад, что у нас государство этим не физлиц заставляет заниматься, а как раз-таки вот там Росгвардия, МВД, РЖД. Нет, но и путем проб и ошибок потом представить продукт для массового потребителя, стимулирует тем самым спрос. Я думаю, все-таки, если люди видят аналог достойный, да, и по цене, качеству, так кто отказываться-то будет? У нас уже пошли разработчики текстовых редакторов, можно купить в обычной среде и операционной системы, и другой, Касперский, мы забыли про него, вот у нас столб, который и во всем мире покупается, продается, все счастливо. Хотя тоже большая доля у них госзакупок. Но вот, тем не менее, видим с подвижки, понятно, что это... Мы привыкли к Microsoft Office, мы привыкли ко всем этим сервисам, которыми мы пользовались годами. Понятно, что это такой все-таки достаточно сейчас... потому что с детства, со школы, с садика все сидели на этом программном обеспечении. А сейчас-то в школах муниципальных ставится российская операционная система, российское программное обеспечение. И есть надежда, что те, кто сейчас учится в школах, потом в университетах на российском ПО и выпускаются в жизни, они уже... И хотелось бы в это верить, но, к сожалению, эфирное время у нас подходит к концу. Спасибо вам огромнейшее. Максим Горшенин был с нами на прямой связи. Пожелаем прекраснейшей пятницы. Блогер в сфере отечественной электроники был с нами. Спасибо.